С выходом Варкрафта на Netflix в 2024 году фильм словно получил второе дыхание, взлетев на вершины топ-просмотров. И по оценкам все неплохо. На Кинопоиске 7,5, а на западном IMDb почти 7. Это, безусловно, неплохой результат. Но так ли фильм хорош на самом деле? Мы так и не дождались второй части, а по кассовым сборам картина оказалась провальной. Из 220 миллионов долларов, вложенных в производство и маркетинг, студия смогла вернуть лишь 165 миллионов зеленых. Получается чистый убыток. Возможно, отсутствие новых фильмов или сериалов слэш-аниме по вселенной Варкрафта заставляет людей переоценивать этот фильм, ставя ему высокие баллы, несмотря на его реальные недостатки. Я пересматривал этот фильм больше 5 раз, и все никак не мог понять, кто придумал этот сценарий и как Blizzard вообще могла его одобрить. Создавать фильм по Варкрафту изначально было довольно сомнительным шагом. Лучший вариант, безусловно, это сериал. 3 войны, 3 сезона. На тот момент Игра престолов была на очень сильном хайпе, так что конкурент у них потенциально мог появиться. В крайнем случае аниме или мультик. Я не знаю, какой термин подходит для этой стилистики. Your Aunt Sylvanas. That's not who she was. I know. I saw her pain. I wanted to save her. There's nothing you could have done. We nearly lost everything. Последние анимации от Blizzard оказались довольно неплохими с точки зрения графики, так что, возможно, еще не все потеряно. Главный вопрос, на какую аудиторию был рассчитан этот фильм. Для человека, который плохо знаком с лором вселенной или вообще не знает его, фильм будет просто дырой. Огромное количество моментов в сюжете не объясняется, начиная с того, почему орки вторглись на чужую планету и заканчивая мотивами Медива. Да, есть книги, которые рассказывают о том, что происходило до событий фильма. Но вопрос, нахуя это напечатано? У вас уже есть первоисточник, игра, а у этой игры в свою очередь есть книжная литература. Зачем создавать альтернативную вселенную? Вы хотели построить свою киновселенную, как это сделали Marvel? Для человека же, который знает лор Варкрафта, это будет таким же провалом. Сюжет фильма имеет мало общего с оригиналом, а сам нарратив построен наизнанку. Если же вы плохо помните сюжет первого Варкрафта, настоятельно рекомендую посмотреть мое предыдущее видео с детальным рассказом сюжета. В любом случае, давайте перейдем к фильму. Фильм начинается с внутреннего морализаторства главного героя, Дуратана, на тему, почему орки решили захватить другой мир. Но нам не объясняют, какова причина вымирания их мира. Сам выбор главного героя мне тоже не особо ясен. В каноне этот персонаж практически пустышка. Он нужен только как биологический родитель Трала. Все кланы орков взываются к темному порталу, и тут же нас знакомят с новым персонажем — Оргрим Молот Рока. В этой вселенной он из клана Северных Волков, то есть из клана Дуратана. Перед открытием портала Гул'дан открыто заявляет, что скверна разрушительна. И оркам насрать, что странно, потому что в каноне Гул'дан до последнего скрывал этот факт, чтобы навязать им скверну как положительную магию. А тут он так открыто заявляет об этом. Так или иначе, он открывает портал в Азерот, и орки переходят через него. Но есть нюанс. В отличие от канона, где было построено 2 портала в каждом из миров, в фильме портал построен только на Дренноре, и он не постоянный. Следовательно, не все орки могут через него пройти. Как и для любого орка, Дуратан интеллектом не выделяется, поэтому он решил перекинуть свою беременную жену через одноразовый портал. А что плохого может случиться? У нее происходит выкидыш тралом, и Гул'дан, как пугна, заливает ему ХП, вследствие чего можно сделать вывод, что Гул'дан крестный отец Трала. А перед тем, как продолжить дальше, хочу посоветовать вам платформу Case for Gamers. Это одно из самых доступных мест для покупки игровых ключей, софта и подписок. А главный их козырь для нас, пользователей из СНГ, это супер удобное пополнение Steam с комиссией всего от 3%. Для сравнения, у других сервисов комиссия может доходить до 10% и выше. И вот что самое крутое, недавно у них появилась новая функция — прямое пополнение игр, например для PUBG. Зашел на
страницу игры, ввел данные и баланс сразу у тебя на аккаунте, без посредников. Оплатить можно разными способами: СПБ, МИР, крипта и так далее. А самое важное, платформа надежная, с отличной репутацией. Но и это не все. Покупая на Case for Gamers, вы получаете до 10% кэшбэка с каждой покупки. Накопленные бонусы можно потратить, чтобы оплатить до 20% стоимости следующих товаров. И специально для вас, по промокоду RIGHTW дополнительная скидка в 15%. Обязательно вписываем и пользуемся. Ссылку и промокод оставлю в описании. Пока Лотар изучал навыки огнестрельного оружия в Стальгорне, ему приходит повестка в военкомат. Не знаю насчет выбора актера на роль Лотара. Какой-то Лотар клоунский получился, несерьезный, и это печально. А вот на роль Кадгара актер подходит. О том, зачем и как Кадгар узнал о нашествии орков, нам не объяснят, разве что скажут, что он почувствовал плохую магию. В каноне же Даларан отправил Кадгара к Медиву как ученика, и, кстати, сам Кадгар является лордеронцем. Кадгар просит допросить найденный труп, и, узнав, что они имеют дело со скверной, решает сообщить королю. Король же находится в Златоземье, и я понятия не имею, что он там делает. Наверное, проституток снимает, если вы понимаете, о чем я. Из диалога между королевой и Лотаром мы узнаем, что королева является сестрой Лотара. Ну, я даже не знаю. Актриса является эфиопской еврейкой, а выводы делайте сами. Король останавливает их генетический спор и сзывает хранителя, Медива. Лотар отправляется к хранителю на Грифоне. Стоит ли говорить, что массово грифонов в Альянсе начали использовать только в Вове, а до этого эти животные были исключительно у дворфов и исключительно у одного клана, Грозового Молота. Ну и чтобы вы понимали, почему Кадгар не может открыть портал в Каражан, поясню. Чтобы открыть портал или телепортироваться в какое-то место, вы должны пойти туда и изучить портал в этом месте. Так работает логика порталов в Варкрафте, хотя она иногда нарушается. Давайте сравним Каражаны. Ну такое, в Вове он нищенский. Пока Лотар базарит со своим старым корешем, Кадгар внизу с помощью встроенного керенторского датчика под кожу, как подлая крыса, пиздит книгу из библиотеки. Кадгар быстро рассказывает Медиву о скверне, и в принципе они возвращаются. Вот Медив, к примеру, может их телепортировать в Штормград. Вооружейный король, Медив и Лотар обсуждают, что им делать. Сходятся на том, что им нужны пленные, чтобы хоть что-то узнать об орках. Пока людишки искали следы скверны, из засады на них напали орки. Я не буду заострять внимание на том, что у людишек нет никакой дисциплины и что у них пластиковая броня. Это массовая проблема Голливуда. Кстати, а вы знаете, почему орки выбрали именно это место для засады? Потому что тут стоит камень призыва. Для игроков, не играющих в WoW, поясню. С помощью этих камней одни игроки телепортируют других к этому камню. Ну и возле этих камней часто происходят PvP-файты между фракциями, особенно в классических дополнениях. Из интересного в этом файте: чародейская вспышка Кадгара почему-то отталкивает врагов, а купол синего цвета. Ну, по идее, он должен быть фиолетовым, как у Джайны. Это все-таки аркан магия, а аркан скиллы имеют фиолетовый цвет. Судя как долго Медив кастовал этот спелл, Хастон в принципе не качал. Этот спелл убивает только зеленокожих орков, и из безысходности орки отступают. Ну, коричневые орки. Блять, а нахуя они взяли сюда Гарону? Вот это тотальная халтурность, взять пленницу в засаду чисто для того, чтобы она попала к людям по сюжету. 0 из 10. В каноне Гарона вообще не была пленницей в цепях. Она была личной убийцей Гул'дана. Он с помощью контроля над разумом мог приказывать ей, и она безоговорочно подчинялась. Люди Штормграда о ней не знали, вплоть до конца Первой войны. Она тусила большую часть времени в Каражане, опять же, потому что ей так приказал Гул'дан, шпионить за Медивом. Именно там она познакомилась с Кадгаром. Немного генетики. По происхождению актриса Гароны мулатка, что символично и я одобряю. Но как в игре, так и в фильме нам не объясняют, кто она на вторую половину. Хотя в фильме довольно интересная ситуация. В одном из
из моментов Гарона говорит, что Гул'дан дал ей на память клык матери. Следовательно, ее мать орк, ведь и у людей, и у дринеев нет таких клыков. И тут вопрос, кто отец? Человек не может быть, потому что портал был открыт совсем недавно, а Гароне не больше 20 лет. Остаются только дринеи или другие расы Дринора, но они менее гуманоидные. Но тут опять проблема. Сами дринеи довольно крупные, почти как орки, а она потенциальная дринейка по отцу. Но при этом у нее нет каких-либо черт дринеев. Короче, скорее всего, это еще один ляп в сюжете. Но справедливости ради, в игре ситуация обстоит не лучше. Там у Гароны дефолтная моделька Арчихи, и она практически не участвует в сюжете Вова. Плюс ко всему, актриса Гароны белая по матери, а нам говорят, что Гарона Арчиха по матери. Ну, очевидно, что должно быть наоборот, если вы поняли намек. Вернемся к сюжету. Гарона рассказывает об орках, о их мотивах и о том, что орки взяли пленных для открытия портала, как это было в начале фильма с дринеями. На другой стороне идет правосудие. Гул'дан судит Чернорука за то, что они проиграли файт и бежали. И вообще, нам весь фильм будут показывать, что Гул'дан главный, но вождь при этом Чернорук. Зачем тогда нужен вождь? Или нам хотят сказать, что вождь это чисто полководец, а за политику отвечает Гул'дан? То есть орки не тупые варвары, а со сложной политической системой. Абсолютно бессмысленная хуйня. В оригинале Гул'дан, конечно, хотел быть сам вождем, но Кил'Джеден ему не позволил. Он посчитал, что Гул'дан не справится с этой задачей и приказал ему манипулировать более сильным в физическом плане вождем. И именно этим занимался Гул'дан. Он манипулировал, но никогда не приказывал и не бросал вызов вождю напрямую. То есть в первой войне Чернорук был безоговорочным вождем и лидером Орды, хотя и жертвой манипуляций Гул'дана. Гарону поместили в темницу, и уже наедине Медивh хотела расспросить ее о портале, но ему помешали. Королева пришла с гостинцем ради улучшения отношений. Но зачем вы тогда закрыли ее в темнице? Если вы хотите ее лояльности, то могли бы запереть ее в замке, как это делали с пленными аристократами в средневековье. Да, с такого расстояния ты попадешь в цель из мушкета. Верим. Группа и людишки вместе с Гароной отправились на вылазку к оркам. На ночных посиделках мы узнаем трогательную историю Гароны про мать и историю Кадгара. Он был учеником в Даларане, его готовили стать хранителем вместо Медивha, но он сбежал. В принципе, это все. Лотар о себе ничего не рассказал. А, кстати, я же вам совсем не сказал, откуда Гарона знает человеческий язык. Ну, она быстро учится на пленных. Это все объяснение как в фильме, так и в каноне. На этой вылазке группа людей теперь знает, что строится портал между мирами, и собственно это все, о чем они узнали. Но тут появляется Дуратан и просит аудиенцию с королем возле Черной горы. Поскольку Дуратан не знает всеобщего, он передает это послание через Гарону. Тем временем в Штормграде идет собрание между всеми королевствами восточных королевств. Это значит, у нас представители Лордерона, тут у нас дворфы, это высшие эльфы, и походу этот эльф Лартемар. Тут Гилнеас, Култирос, и сначала я подумал, что сценаристы облажались и добавили Алый Орден, но это оказался Стромгард. Это охуенное дипломатическое совещание ничего не дало, поэтому Штормград, как и в каноне, будет воевать соло. Уже в кругу близких штормградцы обсуждают предложение Дуратана о встрече возле Черной горы. Конечно, все опасаются, в частности Лотар, но в конечном итоге они соглашаются, ведь выхода особо у них нет. Ну и эфиопская еврейка дарит Гароне кинжал, с помощью которого она заколет короля в будущем. В игровой вселенной кинжал, а точнее кинжалы, дает Гароне Гул'дан. Правый клинок называется тоской, а левый печалью. Помните книжку, которую спиздил Кадгар из библиотеки Медивha? Так вот, в ней описывается тот самый портал между мирами. Кадгар за кадром начал расследование, но Медивh находит все его листочки и сжигает их. Такого варварства Кадгар оставить не мог и пошел стучать о произошедшем Лотару. Он уверен, что орков кто-то призвал и намекает об этом Лотару. Лотар сказал ему, что он еблан, но сомнения в верности Медивha уже зачаты. Дуратан просит у людей помощь в свержении тирании Гул'дана, и этот план просто идиотский. Ну хорошо, убьете вы Гул'дана, а что дальше? Кто откроет портал другим оркам на Дреноре? Или Дуратану плевать на своих сородичей? Очередной сюжетный ход, о котором только можно мечтать. Благо, все они были уже в засаде. Орки прознали о предательстве
присутствии Дуратана скрылись в земле и в нужный момент атаковали. Кстати, крутой топор, Дуратан. Не подскажешь, где выбил? Этот топор в игре называется «Предатель человечества» и выбивается в Наксрамосе с Келтузада, и я понятия не имею, что он делает у Дуратана в руках. Через какое-то время нам показывают кадр с Оргримом, давая понять, что он предал Дуратана. И это просто какое-то надругательство над игроками Орды. Мало того, что они в принципе позиционируют Орду в фильме как неотъемлемое зло, так они еще и Оргрима сделали очень сомнительным персонажем. И можно было понять, если бы он понял здравую логику, которую я озвучил выше. То, что без Гул'дана не получится открыть портал, а значит остальные орки погибнут на Дренноре. Но нет, он предал Дуратана только потому, что он не может даже помыслить о союзе с людьми против своих сородичей. Кстати говоря, а что там делает Медивh? Ну, он сверху пытается кастануть стенку, отгородив людишек от орков. Ну не знаю, Медивh какой-то нищий. Вот возьмем Кадгара в Вове. Может соло выиграть файты, кастует супер мощные спылы. Возьмем Джайну, она может соло Лордерон уничтожить. А тут обоссанный Медивh не может дать пизды оркам, хотя ранее нам показали, что он может моментально убить всех зеленых орков. Именно по этой причине академическая магия полная хуйня. Еще он и вырубился из-за недостатка маны, я так понимаю. Гарона и Кадгар на Грифоне доставили Медивha к лунному колодцу, и там его глаза засветились зеленым светом, и Кадгар решил съебать, оставив Гарону с Медивом. Кстати, интересный факт. В игровой вселенной Гарона и Медивh имели интимную связь, из-за чего в дальнейшем у нее родился ребенок от Медивha. На эту тему был даже комикс, но этот персонаж был настолько имбалансный, что сценаристы решили отказаться от него, и больше этого персонажа никто не видел. Эта имбалансность заключалась в мультиклассовости, как в ДНД. Условно, паладин, маг и шаман в одном персонаже. В самой механике Варкрафта этого нет, как и подобных персонажей. Тем временем Чернорук говорит Дуратану: давай, короче, я не хочу геноцидить твой клан, поэтому казним только тебя, и все будет нормально. Дуратан соглашается и перед уходом дает Тралу имя — Гуэль. Да, у Трала два имени. Человеческое Трал, что с английского, а точнее со скандинавского, означает раб в ментальном смысле, а не слейв в юридическом. А Гуэль — орочье имя, данное при рождении. Не знаю, что оно означает, и мне в принципе насрать, так его никто не называет. То, что Даларан летающий, это конечно бред. Его подняли в воздух уже после разрушения города Архимондом, незадолго до дополнения про Короля Лича. Но это, по крайней мере, кинематографично. Просто если бы у фильма были продолжения, немного было бы сложно выкрутиться, когда Артас пришел бы штурмовать Даларан. В любом случае, тут и так уже много косяков. Вообще, прибытие Кадгара в Даларан с точки зрения сюжета не имеет никакого смысла, чисто фан-сервис, не более. Медивh очнулся, телепортировал Гарону в Штормград и осквернил лунный колодец и самого себя скверной. В фильме не объясняется, зачем Медивh открыл портал, как Медивh стал демоном, это все просто пропущено. То есть фильм рассчитывал на знание зрителям лора. Собственно, поэтому фильм говно. Он не соответствует канону, имеет логических ошибок больше, чем в игровом сюжете, так еще и не знающих зрителей никак не просвещает. На этом можно кончать видео.